Сладости или гадости? Готовы к предстоящему Хэллоуину? У меня вот уже, например, настроение соответствующее. Так еще и дровишек поддобавляют сами разработчики, организовав самый ужаснейший и кошмарнейший турнир, посвященный именно как раз предстоящему Хэллоуину. И вот, друзья, вот именно прохождение этого этапа, этой карты и предложили на последний этап четырехэтапного турнирчика. Изначально была поставлена задача пройти этот этап исключительно склепами привидений, но потом немножко поменяли и добавили костлявых метателей, потому что один из вот этих летающих братьев, друзья, он имеет защиту и неуязвимость от магического урона. Поэтому решили немножечко как бы нас вот побаловать и добавить костлявых также прохождение этого этапа. Я сам этап еще не проходил, не записывал, но решил, друзья, все-таки испытать себя вот именно в прохождении как раз склепами. Я не знаю, что из этого выйдет, посмотрим, буду надеяться, что все-таки получится как бы этот этап хорошенько пройтись, но прежде чем мы начнем, друзья, давайте немножечко погрузимся в историю, а точнее в предысторию. С кем же мы имеем, друзья, дело? Принцы Тристан и Амбер родились с разницей в несколько секунд, несколько столетий назад. Рождение не одного, а сразу двух наследников короны стало радостным событием для королевства Валардул. Кто первым покинул утробу матери, до сих пор остается тайной и загадкой. Но не это суть важно. Братья были гордостью и радостью своего отца, и каждая их маленькая прихоть немедленно исполнялась. Не было ничего слишком необычного или причудливого, чего бы они не получили. В конце концов, они были все-таки как бы принцами Валардула, одного из самых богатых и плодородных королевств во всех исследованных землях. Когда они взошли на трон, они правили королевством вместе, как самые настоящие диархи. А объясню, друзья, монарх, кто правит один, диарх, то бишь двое, два брата, поэтому, соответственно, такая вот как бы терминология. Первых несколько лет их правления были очень плодородными, земли жителей деревень процветали под их началом, однако вскоре братья стали безумно жадными, как это часто бывает, и решили завоевать некоторые территории. Они начали долгую и разрушительную войну, которая продлилась, на секундочку, больше 20 лет, поглотив все ресурсы, земли и, конечно же, жизни самих жителей Валардула. Братья сражались всеми силами, но силы были совсем неравны. Днем за днем их отбрасывали назад и назад. Диархи послали своего лучшего рыцаря Джека сражаться с рыцарями в пышном лесу. На сегодняшний день момент этот лес известен как гнилой лес. Он начал прямую атаку и почти сумел переломить ход битвы, когда диархи приказали своему генералу стрелять из пушек по полю боя. В тот момент, когда Джек находился со своими людьми именно как раз в гуще событий. Джек и его люди были застигнуты врасплох выстрелами из пушек, когда они сражались с врагами в рукопашную. Один из таких выстрелов оторвал голову Джеку и убил большую часть его отряда, позволив рыцарям продвинуться вперед. Тело Джека так и не было найдено, и оно навсегда осталось в гнилом лесу, но его дух восстал, чтобы отомстить и навести ужас на своих бывших союзников. Кстати, именно с этим дополнением добавили Джека как героя, который выступает на стороне темного лорда Везнана. В полном отчаянии братья обратились за советом к темным колдунам, чтобы найти способ уничтожить армию врагов. Их предупредили, что цена будет высокой, но они согласились, не колеблясь ни минуты. Заклинание, произнесенное колдунами, уничтожило большую часть армии врагов, но и обрекли королевство его жителей на вечное проклятие. С того ужасного дня земли Валардула превратились в бесплодную пустошь. Братья возродились, как короли-призраки, а их сородичи и подданные превратились в ужасающих существ, проклятых бродить по земле и вечно подчиняться воле их хозяев. Вы спросите, что мы тут забыли? Зачем нам вообще здесь вот эти вот сражения и нахождения? Друзья, объясняю, все элементарно просто. Везнан в своих как бы вот похождениях и желаниях захватить Линерию и покорить короля Динаса, в прошлом его дружбана принца Динаса, он заключал пакты и договора с любыми союзниками, которые готовы были ему помочь, в том числе и с братьями-призраков. И что касается пакта, в момент отступления
Везнана, он решил как раз вот подзаправиться, что ли, силами призраков. Везнан отступил назад и полюбовался своей работой. Его заклинательная пентаграмма была готова, его план по завоеванию замка Динаса был в действии. Темный лорд знал, что на его стороне элемент неожиданности, поскольку никто давно уже не осмеливался атаковать Линерию с древних времен. Все, что ему было нужно, это армия, которая дарует ему победу. Не было ничего, чего бы он не сделал, чтобы его кампания была успешной, и заключение договоров с древними существами было тем, что ему как раз и необходимо. Он был полностью готов и понимал, что такие союзы требуют солидных выплат, но так как его душа уже была связана предыдущим договором, который он заключил, ему придется торговаться чем-то другим. Он ухмыльнулся при мысли о том, что его старый учитель Нивус, волшебник, узнает о его планах. Старый волшебник сочтет его действия оскорбительными и будет считать его мерзким, но старик никогда не имел в своих руках столько власти, сколько было у Везнана, и никогда он не чувствовал опьяняющей пульсации магии, исходящей от драгоценного камня Элини. Слезы Элини. Пришло время, как только он начал читать заклинание, трава вокруг пентаграммы сгнила, а воздух наполнился смрадом гнилой плоти и серы. Вскоре жара стала почти невыносимой, когда призрачные короли материализовались на испорченном поле. Было что-то совершенно нервирующее в том, как братья зеркально вели себя в движении друг возле друга, когда обе пары пустых глазниц были устремлены на Везнана. Везнан немедленно приступил к переговорам. Он хотел закончить эту сделку как можно быстрее, чтобы реализовать свои коварные планы. Нельзя было терять ни минуты. После долгих обсуждений короли согласились предоставить Везнану командование их армией нежити, дабы захватить трон Линерии. Но цена также была установлена. Они требовали души каждого вражеского солдата, павшего в битве. Цена вообще не волновала Везнана, так как это был всего лишь сопутствующий ущерб, средство для достижения его цели. И они подписали контракт кровью, и вскоре короли исчезли с поля боя, тем самым заключив, друзья, сделку. И именно по этой причине мы сейчас находимся вот в этом королевстве логове двух братьев, потому что Везнан не, скажем, выполнил условия со своей стороны договора. Поэтому необходимо будет отбиваться, друзья, необходимо будет сражаться с этими братьями-призраком. Ну что ж, приступим. Все, теперь не смею ни единым образом я вас задерживать и томить. Давайте с вами расстроимся немножечко. Вот у меня есть в моем как бы арсенале вот эти вот склепы с привидениями. Кстати, довольно неплохая башня. У них неплохие на самом деле навыки и умения. Во-первых, есть горгульи, которые тоже такой, знаете, как бы имеют момент стопорить злодеев, тех, которых, конечно, это можно делать, потому что вот привидения, которые вот на меня сейчас летят, вот эти вот, их, конечно, остановить никак нельзя. Они все просто такие вот мычат, но зато мы можем их хорошенечко вот так вот помучать и очень-очень хорошенечко их подпалить и поджечь. Так, в принципе, неплохо. Что у нас здесь будет идти? Здесь ловящий скелет будет идти, а здесь будут, походу, привидения, мне кажется, идти. Так, давайте. Кстати, Леди Маргозу, почему я выбрал Леди Маргозу? Леди Маргоза, она как бы на самом деле не самый мой такой вот топовый герой. Я ее не особо там в плане... скажем, какого-то момента там игры, что там я ее вроде бы только в одной кампании использовал, в северных кампаниях, там где мы как раз с Аргузом и Джокулом бомбились, вот в тех кампаниях как раз я ее единожды и использовал. Но просто в челлендже, который вот предстоит мне потом также пройти, отыграть, разработчики поставили задачку сыграть как раз именно Леди Маргозой, вот этой вот таинственной вампиршей. И на самом деле, я вам хочу сказать, вот уже как бы попробовав ей поиграть, я вам могу сказать, что не такой уж никчемный перс. То есть, в принципе, у нее довольно неплохие навыки. Она превращается вот в этого такого ужасного, как бы дерзкого, брутального чудовища, которое вот очень-очень даже неплохо выносит и вульфов, и
всех остальных врагов, которые будут пытаться вот пройти в наши с вами заградительные и защитные укрепления. Так, кстати, вот видите, вот кругом эти оборотни и вервульфы, которые тоже вот, наверное, в каждой практически компании, вот обновление, которое посвящено Хэллоуину, они вот здесь вот тут присутствуют. Так, перевозчик костей, зловещий скелет. Так, давайте вот так вот мы, наверное, сделаем. И вот сюда вот я, наверное, хотя, не, давайте пока леди Маргоза здесь побудет, вот она у меня вот в такого вот дерзкого чудовища превратилась. Так, давайте вот здесь вот Гаргулину вытянем. Ты, чувак, ты куда такой вообще дерзкий и веселый побежал? Хотел вообще только что так вот наглую вообще проскочить бессовестно, обойти мою как раз и леди Маргозу, и так что у меня здесь привидения 20 будут идти. Ну, в принципе, с привидениями, я думаю, мы разберемся по красоте. Так. О, кстати, вот этот у нее тоже фишечка, и вот это телепортирует к себе врага. На самом деле не могу сказать, что это прям, знаете, там фишка, ну, порой может сыграть как бы злую шутку на самом деле. Вот я, например, выношу там того или иного врага, и тут хоба, бах, в какой-то момент она вот к себе приносит, например, вот этого вот брутального такого костлявого зверя. И все, друзья, и в принципе сразу переключает внимание именно на этого бродягу такого вот мощного. Хотя мне надо было, например, выносить совсем другого злодея. Так, давайте вот так вот сделаем. Вот здесь вот хорошо, что у меня есть вот такие вот тут фишечки тоже вот интересненькие. Так, давайте здесь вот. Кстати, вот эти вот летающие коршуны, их можно вот стопорнуть как раз пехоткой, друзья. Так, давайте, наверное, я леди Маргозу вперед вытяну, чтобы если вдруг что, мои хилиончики по красоте так закидывали. Так, что тут костяшечки будут идти. Так, склепчик я вытянул. Так, давайте, наверное, я еще одну горгулькину затяну. И теперь вот все будет по красоте. Так, вот сюда давайте, вот так вот. Сейчас мы немножечко расстроимся. Сейчас мы немножечко, друзья, красивенько возьмем инициативу в наши руки и будем вот вообще классно бодаться с этими вот скелетонами и мощными костяшками, которые вот так вот ходят, бродят, тут трусят своими костлявыми телами. Так, хорош. В принципе, нормально. Пока хорошо идем, пока справляемся, пока все очень-очень даже неплохо у нас с вами получается. Так, давайте, наверное, вот здесь вот немножко прокачаем слегка. Ты чуть не потерял леди Маргозу, елки-палки. Вот это вообще, это слегка самоуверенность, народ. Такой думает, у меня сейчас вообще вот в ноль ушатает от этого дерзкого типа, а на самом деле не. Так, вот сюда давайте перегоним. Сейчас будет идти лич. И вот на самом деле самая гранде проблема возникает именно вот, вот то, о чем я говорю. Ну вот зачем? Зачем вот надо было сюда тянуть вот этого вот типа? Зачем? Все же очень неплохо получалось. Вот себе тут разматываем личей красивенько. Теперь придется мне вот использовать как бы удар душ Везнана, потому что вот она его сюда загнала. Мало того, что она его сюда загнала, у меня здесь по большому счету и такого сильного как бы укрепления нет, чтобы его остановить. Он, более вот это, видите, он бродит. Я его здесь бы по красоте убрал бы, ушатал. Так не, надо было его сюда телепортировать. Я вот не знаю, я еще, конечно, не особо решился. Возможно, я ее вот эту вот способность уберу как раз в плане того, что... Так, не дотягивает. Давайте мы... Опять она его сюда затащила. Ну ты я вообще в шоке. Да угомонись ты, Маргоза. Хочешь сходить на свидание, выбери себе кого-нибудь поинтереснее, повеселее, покрасивее, я не знаю. Ходит вот это вот костлявое чудовище одоробало. Кому оно надо вообще? Так, давайте вот так вот, наверное. Так, мне надо, главное, леди Маргозу тоже не потерять. Давайте вот тут вот слегка выпалим его. О, хорош, все, наконец, нормально все убрало. Вот хоть так, хоть нормально. Так, давайте сюда мы Гаргулин затянем. Угу, так, хорош, здесь поставим подкрепление и будем сражаться, бодаться с этими вот тоже вот волками призрачными, такими вот дерзкими.
Неплохое обновление на самом деле, что касается вот Vengeance. Я проводил опрос на канале. Так, 8 личей будут. Фига себе, сейчас будем личей тут тоже вот пытаться убрать. И в принципе, на самом деле, я вот абсолютно согласен с вашим, друзья, выбором. В плане того, что самое такое вот восхитительное как бы дополнение касательно именно Хэллоуина, это обновление замка Блэкберн. Вот оно мне, кстати, тоже вот максимально понравилось. То есть, в принципе, в каждой части обновление неплохое. И Frontiers, и Vengeance, и вот там первой части тоже, но все-таки замок Блэкберна, он такой самый-самый-самый офигительный, самый вообще восхитительный. Кстати, народ, это вот на этой карте великолепнейшая отсылочка. Вот у нас статуя лорда Блэкберна, и в принципе, по большому счету, на карте заход в эти как бы хоромы братьев-принцев, они вот где-то, наверное, видите, продолжают своего рода карту, если вспомните, где мы бодались и бились с лордом Блэкберном. Мы его, кстати, вот можем даже собрать, друзья, давайте мы его соберем, вот так вот по красоте, вот его еще часть валяется, и вот здесь вот валяется, давайте мы его вот восстановим и вернем. Блэкберн возвращается, вот такая вот фишечка, вот хорош, вообще прелестненько. Так, друзья, давайте мы вот так вот сделаем, наверное. Давайте Гаргулин тоже вот сюда вот подтянем. Так, у меня здесь Гаргулинки есть. Хорош, в принципе, неплохо. Вынесли вот этих личий в ноль. Так, Вервульфы тут будут идти, а тут привиденница. Ну, да ё-моё, я еще не убрал лича. Давай вот этого последнего. Вот это я чуть... Только что не лохотнулся на самом деле. Так, давайте все, вызовем следующую волну, поставим подкрепленница. И вот здесь вот у меня леди Маргоза будет встречать Вервульфов. Вот идут такие сутулые, смотрите, вот это такой подпрыгивает, такой дерзкий, со своими вот это светящимися глазами, вот, клыками. Такой типа ща, вот всех тут порешаю, размотаю. Да. Так, давайте вот эту вот темку прокачаем. Кстати, тоже очень-очень восхитительная фишечка. Это, кстати, умение, она создает одержимость врага, и враг на некоторое время играет за нашу сторону, друзья. То есть он, в принципе, вот неплохо выносит злодеев, и порой это, кстати, притом, знаете, без разницы, вот вообще, насколько пупс мощный. То есть это может быть там и танк, или какой-то так проходящий, главное, чтобы он имел физическую составляющую. Вот таких вот привидений, например, ну, никак, друзья, никак. Так, давайте вот здесь вот тоже возьмем. О, видите, смотрите, вот одержимый валится со своим сородичем, братаном. Такой вот здесь вот разматывать. Интересно, вот кто кого ушатает. Ну, да, согласен. Не слишком, как бы, эта фишечка долго действует, но все равно, друзья, приятненько, вам хочу сказать, приятненько, когда за меня, например, сражается там мой же враг. Так, давайте вот этих вот костлявых уберем. Вот здесь вот леди Маргоза, ей вообще как бы на самом деле равных нет. Она вот этих костяшек выносит, ну просто очень красивенько выносит, вообще мне нравится. А вот, конечно, против вот этих вот дерзких чувачков, вот здесь уже, конечно, проблемка возникает, Так, давайте вот так вот, что мы здесь, наверное, ага, здесь у меня две горгулинки, они, в принципе, и летают. Ё-моё, друзья, потерял Маргозу. Ёлки-палки, здесь тоже эти костлявые будут идти. Да ладно, вот она у меня вернулась. Это, кстати, небольшой шанс есть того, что вот она как раз вернется максимально быстренько воскреснув как бы вот в своем облике и подобии. Вот это мне вообще подвезло, подфартило, друзья. Я думал, что все, потерял своего геройчика, свою леди Маргозу, потому что тяжело было бы сражаться в одиночку без ее помощи, без ее поддержки с этими вот типочечками. Так, давайте, ну, что там, не достает, вот ё-моё, давайте. А теперь ее надо убрать, потому что теперь может как раз проблемка и возникнуть. Смотрите, вот двоих я отправил, короче, бродить и блуждать вот в тех, не знаю, темных сторонах и темных зонах. А теперь я, наверное, могу. Да, не могу. Ёлки-палки, как же мне тебя вот подтянуть сюда, чтобы я мог по красоте тебя ушатать.
Так, ладно, давайте вот здесь вот так сделаем, вот так вот по одной прокачаем. О, хорош. Здесь вот леди Маргоза прикольненько убрала, костлявенького. Так, здесь они пободались немного, пободались, и на этом все дело и закончилось. Так, хорош, вот здесь вот они сейчас тоже повалятся. Так, давайте мы пока продолжим наше строительство, будем склепы возводить. Вот здесь. А вот здесь вот я точно достану по красоте. Так, хорош, давайте превратим ее в этого вот дерзкого, брутального монстра. Так, пока это тут блуждает, гуляет, хай себе гуляет. Мы вот так вот сделаем, возьмем подкрепление. Так что у меня здесь личи будут идти. Друзья, такой, знаете, небольшой лайфхак прохождения этой кампании. С личами надо быть максимально осторожными, потому что эти, ну, очень-очень-очень-очень мощные, плотные типы. В первую очередь за счет того, что они призывают вот костлявых, вот тех, с которыми мы уже с вами знакомились. Такие вот мелкие, не вот эти вот дерзкие, здоровые, брутальные, меньше чуть-чуть, но тоже, которые создают довольно прилично проблемы. Так, Маргоза, ты опять мне притянула этого типа, опять она мне его притянула. Так, давайте мы, наверное, личий вызовем, пока этот пусть гуляет, блуждает этот вон тоже там лындает. Никак его ушатать, убрать не можем. Мы тут будем пока с личами разбираться. Так, давайте вот так вот сделаем, эти друг с дружкой пошатаются. Наверное, я немножко погорячился с прокачкой вот одержимости, бо они никак не могут друг друга заваленить. Тем более, сейчас, походу, вот Маргоза опять кого-то из этих вот к себе притащит. Любвеобильная она у нас леди такая вот, любит компанию. То, что я говорил, то, что я, в принципе, и говорил. Вот она его притащила сюда, тут лич. Давайте вот так вот, наверное, мы сделаем немножечко вот так ударом душ, потому что, на самом деле, они начинают меня слегка поднапрягать своим вот этим присутствием и своими этими прогулками. Уже канули себе спокойно, и все, и не тревожили, как бы, взгляд мой, как бы, чтобы не отвлекали мое внимание. Так, хорош. Я вот это единственное не считал, сколько личей мы уже ушатали, и сколько сейчас вот их будет продолжать к нам как бы двигаться и идти. Но пока, в принципе, справляемся. Шо, кстати, елки, 13-я волна, друзья, 13-я волна. Сейчас будет самая-самая-самая серьезная движуха. 14-я, 15-я волна. Любят разработчики, знаете, вот на финалочку как бы вот приберечь какую-нибудь вот какашку. То есть вот эти вот, там 14-я, ладно, 14-я, там, справляйся, типа, как можешь. А 15-е, нахера тебе получи, там, практически Unreal, там, миссия невыполнима. И эти челленджи, как бы, в этом турнире не доказали. Я все вспоминаю, так что у меня здесь разъедающая душа будет. Сейчас мы ушатаем последнего лича. Это компания как раз замка лорда Блэкберна, там, как бы, с ведьмами. Губительные топи. Вспомнил, точно, губительные топи. Ох, там пришлось попотеть, конечно, друзья. Вот это там вообще было ни разу не просто. Вот абсолютно не просто. Так, давайте вот так вот мы сделаем, наверное, слегка. Так, давайте леди Маргоза сюда. Так, подкрепленница. Давайте вот сюда ее. Не буду пока использовать удар душ. Дай бабла. 85 монеток, блин, дай. Подкинь лавандосика. Так, а что за дела? Куда ты такой дерзкий, прям веселый побежал? Так, давайте, хорош, только что полетела как раз вот одержимость, и теперь у меня на моей стороне двое тут веселых этих типочечков бодаются. Так, одного есть, хорош. Так, сюда давайте горгулин вытянем. Так, вот тут подкрепление поставим. Блин, не хочу использовать удар душ. А у меня его, в принципе, и нету. Что я буду использовать удар душ? Так, зато у меня есть леди Маргоза. Так, давайте ее сюда. Вот сейчас она немножечко попробуем этого лича ушатать. Одного ушатала. Здесь, кстати, не получится вот так вот, знаете, там как бы по красоте убирать личей, как это я делал первый раз, потому что здесь их идет больше. И здесь идут, кстати, как раз... О, видите, только что... хорошо, что он отвлекся, кстати, на
типочечка того, который за меня играл. Вот, все. В принципе, хорош, друзья, хорош. Вот это у меня получилось тут убрать личи. Кстати, это, ну, на самом деле, редко, когда так вот удается и получается. Я сейчас вот ударом душ немножко постараюсь вот тоже личи здесь вынести, здесь вот вынесем личи, и потом будем возвращаться уже непосредственно к этим двум. Так, хорошо. Я здесь, кстати, прокачал, чего я еще не прокачал. Подкрепление, давай. Хорошие вот эти вот диамантики, алмазики. Я не знаю, как назвать вот это сооружение. Друзья, поправьте меня, подскажите. Бо вот, ну, действительно, не знаю даже, как правильно вот охарактеризовать и назвать вот эти драгоценности. Так, народ, все, 15-я волна нами пройдена, и теперь предстоит покорить братьев-призраков. Так, который из них который? Я всегда вечно забываю, какой у них имеет как бы этот защиту от магического урона, какой не имеет. Так, вот этот, друзья, вот этот имеет защиту от магического урона. Вот сюда вот давайте Леди Маргозу. Блин, у меня как бы у меня нету удара душ. Это не очень хорошо. Так, давайте прокачаем вот сюда вот ее. Так, Леди Маргоза, давай. Давайте, вот подкрепленца, кстати, тоже ему немножко сносит хпшечку. Совсем немножечко. Так, давайте сюда, Леди Маргозу. Вот я теперь могу ударить. Удар душ. Есть. Хорош. Вот Леди Маргоза тоже создает вот этот вот свой... ну куда ты его тянешь? Ну елки-палки, ну она меня закошмарила с этим вот притягиванием всякого шлака, всякой вот этой вот ненужной ерунды. Ё-моё, блин. Все, надо будет отключить эту, кстати, способность. Да иди давай сюда, его останавливай. Куда ты мчишь? Вот в чем, друзья, вот беда, основная проблемка. Так, давайте вот этого вот тут тоже подогреем немножко. Я ему здоровье вот вообще практически. Иди сюда! Не снес. Так, давайте вот тут, вот так вот подкрепленница возьмем. Здесь вот так вот. Так, что у меня здесь? Вот тут прокачаем. Так, Леди Маргоза, давай тебя сюда. А у меня нету... здесь у меня этот несложенный. Так, давай. Дай подкрепление, дай подкрепленница. Так, хорош, есть подкрепленница. О, хорош. Здесь я его немножечко убрал. Так, давай сюда, иди. Давай. Давай, удар душ. Давай, удар душ. Хорош, подкрепленница. Так, давай. Останавливаю. Убирай. Давай. А ну, давай свой. Да. Друзья, да, победа. 3 звездочки, вообще супер. Фу, блин, вот это было вообще круто. Я его прям на самой флажке, на самом пятачке я его остановил и завалил, друзья. Прошли мы эту кампанию и выполнили челлендж исключительно с клепами. Это было непросто. Берегите себя. До новых встреч. Да пребудет с вами сила. Папа.